Молочные продукты я люблю всю жизнь. Однако не со всеми продуктами у меня сложилась любовь с первого взгляда. С раннего детства не любил какао. Наверное, из-за молочной пенки на его поверхности. Но сегодня я поделюсь с вами рецептом, как полюбить и какао, и молоко, и даже шоколад. А мало ли чего, вдруг кто-то его до сих пор не любит. Напиток этот хорош долгими зимними вечерами. Вот вернется кто-нибудь из родных с вечерней прогулки, а здесь чашечка горячего шоколада. А точнее, 5-6 чашек согревающего напитка, который получился всего лишь навсего из одной плитки тонко натертого либо раскрошенного шоколада. Смешайте его с горячим молоком. Дайте раствориться каждой крупинке, чтобы не было ни одного комочка. А вот теперь какао. На литр молока и на одну плитку шоколада пойдет 5 полных столовых ложек какао-порошка. Количество сахара – вопрос вкуса, но я не рекомендую добавлять менее 3 столовых ложек сахара. А иначе вы не почувствуете всей полноты вкуса этого густого и ароматного напитка. За густоту отвечает еще и крахмал. Я рекомендую взять 2 столовые ложки крахмала. Тщательно размешайте в миске получившуюся сухую смесь, чтобы сахар, крахмал и какао оказались равномерно перемешанными, чтобы в готовом напитке не оставалось ни одного комочка, чтобы он получился шелковистым и при этом очень сытным. За полноту вкуса, за сытность отвечают сливки. К смеси какао, сахара, крахмала добавляем густые, жирные сливки. И еще раз все тщательно перемешать. Перемешивать какао и сливки уже большое удовольствие. Знаете, какой аромат стоит от этой смеси? Тем временем шоколад и молоко вот-вот закипят. Но до кипения их доводить не надо. В очень горячее молоко с шоколадом добавляем сливки и какао. А дальше справится любой, кто хоть раз в жизни готовил кисель. Необходимо помешивать и дожидаться загустения. Ну, еще и пенка не должна образоваться. Но все получится очень быстро. Здесь рассказывать дольше, чем готовить. Проверьте. Густоту готового горячего шоколада следует проверять по струйке. Пусть она стекает с ложки толстой, непрерывной струей. Но и помешивать тем временем не забывайте. Хочется попробовать? Можно и попробовать. Это поразительно вкусно. Это невероятно вкусно. Переливайте по чашечкам и подавайте, пока все горячее. Чтобы не запачкать белоснежную скатерть, подставляйте под половничек тарелку. Половник снизу тоже очень густо покрыт жидким горячим шоколадом. Ну все, наслаждайтесь, пробуйте. Декабрь в счастливом доме должен пахнуть шоколадом, мандаринами и новогодней елкой. Анион Хасимника, добрый день! Недавно в Москве прошел фестиваль корейского блюда, корейской заготовки кимчи. Этот фестиваль провели официальные органы Кореи, и на этот фестиваль приехали великие мастера по изготовлению кимчи. Что бы я хотел сказать об этом фестивале? Во-первых, корейский народ проживал на территории Российской империи, позже Советского Союза, и теперь на территории Российской Федерации и других республик СНГ уже более 100 лет. Значительная часть корейского народа вынуждена была бежать со своей исторической родины и искать спасения от милитаристов в России. И Россия предоставила корейцам и кров, и землю, и братские отношения. Уже более 80 лет корейцы проживают в Средней Азии. Поэтому
Я, как и многие другие люди, считаю корейцев моими земляками. Поэтому я очень рад, что в Москве проходят такие культурные мероприятия, в результате которых очень многие люди, россияне, москвичи, выходцы из других регионов России и даже иностранцы могут познакомиться с корейскими блюдами, например, с кимчи. Это кимчи было изготовлено несколько дней назад, оно выстояло положенное время, и сейчас я хочу его попробовать. Конечно, что кимчи, что другие корейские закуски и многие корейские блюда больше не являются диковинкой практически ни для кого. Они распространились по всему миру, а уж в России, в любом городе, на рынках, в небольших магазинах всегда можно приобрести корейские кимчи. Россияне полюбили корейские кимчи, но этот кимчи все-таки особенный, потому что он приготовлен по всем правилам великих мастеров по изготовлению кимчи из Южной Кореи. Я благодарен организаторам фестиваля за очень интересное мероприятие, а сейчас я говорить больше не могу, потому что мой рот полностью наполнен слюной, потому что я так хочу пообедать с участием вот этой кимчи, что желаю всем приятного аппетита, успехов и до свидания.